Прежде чем мы начнем рассказ, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой части мира вы смотрите нас сегодня. Элиза была заядлой путешественницей, которая объездила множество стран по всему миру. Ее страсть к новым впечатлениям и культурам была неутолимой. После долгих лет мечтаний она наконец решилась на путешествие в Южную Америку, континент, который всегда манил ее своей загадочностью и дикой природой. Элиза тщательно подготовилась к поездке, девушка прочитала множество книг об амазонской природе, культуре и обычаях. Она сделала все необходимое прививки и купила специальную одежду для джунглей. Элиза выбрала экзотический тур, который включал посещение нескольких стран Западной Амазонии, Бразилии, Эквадора и Перу. Когда самолет приземлился в международном аэропорту Боготы, столице Колумбии, Элиза почувствовала волнение и легкое беспокойство. Это был ее первый раз в Южной Америке, и она не знала, чего здесь ожидать. Выйдя из аэропорта, она была поражена жарой и влажностью, которые сразу окутали ее. Элизу встретил гид Рикардо, высокий колумбиец с широкой улыбкой и светлыми глазами. Он был опытным проводником, который работал в туристической индустрии уже более 15 лет. Рикардо тепло поприветствовал Элизу и помог ей с багажом. По пути в отель Рикардо рассказывал Элизе о местной культуре и истории Боготы. Он объяснил, что название города происходит от чепчанского выражения «баката», что означает «место возделанных полей». Элиза была впечатлена знаниями Рикардо и его способностью очень интересно рассказывать о местных достопримечательностях и животных. В первую ночь в Боготе Элиза проснулась от странных звуков за окном своего отеля. Выглянув наружу, она увидела группу насух, которые рылись в мусорных баках. Одна из них заметила Элизу и угрожающе оскалилась. Девушка быстро закрыла окно, но этот случай напомнил ей, что она действительно находится в дикой Южной Америке. На следующий день началось настоящее приключение. Элиза и небольшая группа туристов отправились на внедорожнике в национальный парк Ясуни, один из самых известных заповедников в Южной Америке. По дороге они проезжали через небольшие деревни, где Элиза могла наблюдать за повседневной жизнью местных жителей. Она была поражена яркими красками традиционной одежды и дружелюбными улыбками людей, которые махали проезжающему внедорожнику. Когда они въехали на территорию парка, перед Элизой открылся потрясающий вид на бескрайние тропические леса. Лианы колыхались на ветру, а вдалеке виднелись группы диких животных. Рикардо объяснил, что они прибыли сюда в самый разгар ежегодного разлива рек, передвижения миллионов животных через Ясуни в поисках возвышенности и пищи. Внезапно Рикардо резко затормозил. Прямо перед их внедорожником перебегало дорогу стадо капибар, животные были в панике и вскоре стало ясно почему, за ними гнались 3 ягуара. Элиза с замиранием сердца наблюдала за этой погоней. Ягуары настигли одну молодую капибару, которая отстала от стада. Элиза отвернулась, не в силах смотреть на жестокую сцену охоты. Рикардо мягко объяснил, что это часть природного цикла, и ягуары играют важную роль в экосистеме. Элиза была поражена увиденным, она наблюдала за стадами тапиров и капибар, которые мирно паслись на полянах. Обезьяны-ревуны грациозно двигались между редкими деревьями баобаба, срывая листья с высоких веток. Птицы-туканы купались в небольшом озере, разбрызгивая воду своими клювами. Рикардо рассказал Элизе о сложных социальных структурах туканов, их стаях и их удивительной памяти. Она была поражена, узнав, что туканы могут помнить и узнавать друг друга даже после многих лет разлуки. На второй день путешествия группа отправилась на поиски более редких животных. Рикардо умело вел внедорожник по узким тропам, объясняя особенности ландшафта и рассказывая о поведении животных. Внезапно он остановил машину и указал на густые заросли. Там, почти незаметно из-за своей идеальной маскировки, лежал пума. Элиза затаила дыхание, наблюдая за этим великолепным хищником. Пума, казалось, не обращала на них внимания, лениво потягиваясь на ветке дерева. Рикардо объяснил, что пумы – одни из самых скрытных кошек, и увидеть их в дикой природе – большая удача. Ближе к вечеру группа расположилась на живописном холме, чтобы понаблюдать за закатом. Рикардо рассказал, что это место называется скала Кондора из-за его характерной формы. Когда солнце начало опускаться за горизонт, небо окрасилось в невероятные оттенки оранжевого и пурпурного. Элиза почувствовала, что это один из самых красивых закатов, которые она когда-либо видела.
Она достала свою камеру и сделала несколько снимков, пытаясь запечатлеть эту волшебную атмосферу. Ночью в лагере Элиза долго не могла уснуть. Она вышла из своей палатки и замерла от удивления. Небо было усыпано миллионами звезд, ярких и близких, каких она никогда не видела в городе. Млечный путь протянулся через все небо серебристой лентой. Внезапно тишину нарушил далекий рев ягуара. Элиза вздрогнула, но не испугалась, она чувствовала себя маленькой частичкой этого огромного дикого мира. На третий день путешествия произошло неожиданное событие. Когда группа наблюдала за семьей ягуаров, их внедорожник неожиданно заглох. Рикардо попытался завести двигатель, но безуспешно. Он объяснил, что, вероятно, возникла проблема с топливным насосом и им придется ждать помощи. Ситуация была напряженной, так как они находились в нескольких сотнях метров от ягуаров. Рикардо успокоил группу, объяснив, что ягуары не проявляют интереса к людям в машинах, воспринимая их как большой неодушевленный объект. Тем не менее, он попросил всех оставаться во внедорожнике и не делать резких движений. Элиза чувствовала, как ее сердце бьется все быстрее и быстрее. Она наблюдала за дикими хищниками, которые, казалось, не обращали на них никакого внимания. Ягуарихи отдыхали в тени, а молодые ягуары и их детеныши боролись друг с другом. Пока туристы ждали помощи, один из ягуаров все-таки заинтересовался их внедорожником. Самый большой хищник из семьи, похоже, вожак ягуаров, медленно подошел ближе, внимательно принюхиваясь. Элиза затаила дыхание. Ягуар обошел вокруг машины, ненадолго останавливаясь и глядя прямо на людей внутри. Его желтые глаза, казалось, смотрели прямо в душу Элизы. Она чувствовала смесь страха и благоговения перед этим величественным хищником. Наконец, вожак в последний раз пристально взглянул на Элизу, после чего потерял интерес и вернулся к своей семье. Элиза выдохнула, осознав, что все это время она сидела, затаив дыхание. После того, как ягуар вернулся к семье, хищники полностью перестали обращать внимание на внедорожник, что очень обрадовало и успокоило Элизу. Прибыла техническая помощь, и они смогли продолжить свой путь. Однако это происшествие оставило глубокий след в душе Элизы. На следующий день группа отправилась на прогулку по тропическому лесу пешком, в сопровождении вооруженных рейнджеров. Во время прогулки любопытная Элиза случайно отстала от группы, завороженная красотой дикого цветка. Она хотела сделать несколько фотографий и не заметила, как группа ушла далеко вперед. Когда Элиза осознала, что осталась одна, ее охватила настоящая паника. Она попыталась догнать группу, но в однообразном пейзаже тропического леса быстро потеряла ориентацию. Солнце палило нещадно, и вскоре Элиза начала чувствовать усталость и жажду. Она решила найти укрытие от солнца, дождаться там, когда рейнджеры ее найдут. Внезапно Элиза услышала шорох в высокой траве. Сердце девушки замерло, когда она увидела огромного ягуара, медленно приближающегося к ней. Похоже, это был тот же самый огромный ягуар, которого она видела вчера возле внедорожника. Вот только теперь на земле он выглядел по-настоящему величественным и грозным. Элиза, едва сдерживая крик ужаса, опустилась на колени и попыталась незаметно уползти в ближайшие кусты. Но хищник быстро настиг ее там. Ягуар грозно зарычал, и Элиза почувствовала, как земля задрожала от этого громкого звука. Она закрыла глаза, ожидая самого худшего, но вместо смертельного удара она почувствовала, как что-то тяжелое и мягкое коснулось ее плеча. Открыв глаза, Элиза увидела, что ягуар осторожно трогает ее своей огромной лапой. Она вспомнила слова Рикардо о том, что нужно оставаться неподвижным при встрече с хищником, и изо всех сил старалась не шелохнуться. Ягуар обошел вокруг Элизы, принюхиваясь и иногда касаясь ее лапой, словно проверяя, жива ли она. Элиза чувствовала его горячее дыхание на своей коже и слышала, как громко бьется ее собственное сердце. Каждая секунда казалась вечностью. Вдруг вдалеке послышался рев других ягуаров. Элиза с ужасом подумала, что через несколько минут сюда доберется вся семья, и ее просто разорвут на куски. Однако, к изумлению девушки, вожак ягуаров издал громкий рык в ответ, словно предупреждая других хищников держаться на расстоянии. Несколько ягуаров из семьи все же подошли поближе, с любопытством глядя на странную добычу своего лидера, но большой ягуар, который сегодня вновь встретил Элизу, не позволил им подойти ближе.
Зверь занял защитную позицию рядом с девушкой, грозно рыча на любого ягуара, который пытался к нему приблизиться. Элиза не могла поверить в происходящее. Вожак ягуаров, которого она считала своим убийцей, внезапно стал ее защитником. Она не понимала, почему большой дикий зверь пощадил ее, но была бесконечно благодарна ему за это чудо. Прошло несколько часов, которые показались Элизе целой вечностью. Она лежала неподвижно, а ягуар продолжал охранять ее от своих сородичей. Наконец, вдалеке послышался звук приближающихся внедорожников. Ягуар насторожился, но не двинулся с места. Когда рейнджеры подъехали к ним почти вплотную, ягуар издал последний громкий рык и медленно удалился в тропический лес. Элизу окружила группа встревоженных туристов и рейнджеров. Она была в шоке и не могла говорить, только без остановки плакала от облегчения и благодарности. Позже, когда Элиза наконец пришла в себя, она рассказала местным жителям и Рикардо о своем удивительном опыте. Никто не мог объяснить поведение ягуара, но все согласились, что это было настоящее чудо. Этот случай глубоко повлиял на Элизу, она осознала хрупкость собственной жизни и величие природы. В последующие годы она часто вспоминала того удивительного ягуара, который стал ее неожиданным ангелом в южноамериканском тропическом лесу. Эта встреча изменила ее взгляд на жизнь и природу.